Российские телеграм-площадки прямо все наперебой рассказывают о достижениях Российской Федерации. В Российской Федерации технологии уже достигли возможности публиковать чужие технологии из Пекина, например. Робот официально сильнее человека. Андроид Молния победил на полумарафоне в Пекине, пробежав дистанцию в 21 километр за 50 минут 26 секунд. Это на 6 с небольшим минут быстрее мирового человеческого рекорда 56-42. Лучшее время среди кожаных мешков. Ну, в общем, они шутят на эту тему. Зачем шутить, друзья мои? Это вот Мэш пишет на спорте. Мэш на спорте. Вы там с допингом разберитесь с мешками своими. Да, вот так хочется задать. Ну, они же провластные вроде как, эти каналы, по крайней мере, считаются. То есть вам есть чем заняться. Вы в Пекин, давайте, Пекин Пекином, а вы разбираетесь, значит, с другими интересными штуками. А также подключайтесь, кстати говоря, news.ru, тоже не могут удержаться. Технологии очень хорошо, да, то есть в России смотрится в Telegram, которые пытаются закрыть, видимо, чтобы не так сильно смотрелись. Участникам забега стали 300 роботов, дополняют информацию, они из разных стран. Первым к финишу пришел робот Шандянь. Шандянь пришел первым. Я в него, кстати, верил, если бы знал, потому что он бежал. Молния, также его называют, неудивительно. Который преодолел дистанцию в 21 километр за 50 минут 26 секунд, побив действующий мировой человеческий рекорд. Но здесь хотя бы человеческим языком пишут. Вот News в этом смысле, хоть они и провластные, но они мне нравятся, что они хотя бы изображают из себя журналистов. Отдам в очередной раз должное. Короче говоря, друзья мои, технологии в России развиваются. То есть, да, пока вы можете видеть, что происходит в Пекине, они у вас развиваются в голове. То есть вы понимаете, что они где-то развиваются. Но что не может не радовать? Я уже напомню, опять же, уже из Китая также кадры развивались в России о том, как робот просто детское мороженое выдает. Понимаете? Это такой робот, который мамашка может и отвернуться. То есть никакой не окажется каким-то извращенцем или еще что-то. Все скажет вежливо, еще сказочку расскажет. Он просто берет мороженое такое, правда, уронил. Там почему смешной ролик был? Потому что он уронил все полностью, все, развалился его магазин. Ну, просто задел, он железный. Ну, как он танк, который дает мороженое. Ну, очень забавно было. Он чуть задел, там все полетело, но он успел какое-то одно мороженое взять, в общем, пофигу. Но это даже тоже это круто смотрится. Он там не мутекнулся, ничего. Он просто смотрит, замер так, что все развалилось. Что, видимо, это последнее мороженое, которое он продает. Да, но он его продал и даже, там, не знаю, помигал какими-то приветственными огнями. Вот что такое робот-продавец мороженого. Выглядело забавно, да, ну и еще раз я говорю, да, и вот эти ролики технологические, они очень активно развиваются в России, но они развиваются в основном в Телеграме. Я не знаю, где развиваются где-то или еще на территории России. Но мне кажется, если еще где-то будут, то и там запретят. И это правильно. Правильно. Надо тоже со своей стороны что-то делать. Если ты не можешь разрешить, то остается только запретить. Человек не живет в покое. Да? Дай бог здоровья товарищам, депутатам. Они растекаются по, значит, креслам своим депутатским в России, Госдумы. Вот. А пока они растекаются по креслам, им надо же что-то как-то еще и проявлять себя в технологиях. Либо разрешать их, а уехали вроде как все гении, то можно позапрещать. То есть, работа, главное, ведется, и она ведется, конечно же, в технологическом плане. Увидимся.